Интересно, как мы найдем яхту наших друзей? Мы снимаем выжившие в море. У тебя что, 3 руки, я не понимаю? Ну ладно, мой все 3. Всем привет, я Саша, и вы на канале Alex and FM. У меня очень классная новость. Друзья нас позвали кататься на яхте, и поэтому мы едем в порт. Получить права или лицензию на управление яхтой можно быстро, за 2-4 недели. Самое долгое – это обучение выходу из порта и заходу в порт. Там рыбы, много рыб. Вау, сколько яхт! Интересно, как мы найдем яхту наших друзей? Парусные яхты нужны для того, чтобы передвигаться без бензина и топлива. Можно проплыть даже 1000 километров, не потратив ни $1 на бензин. Это очень выгодно. А как яхта твоего друга-то называется? Имя, сестра, имя! Не знаю. Что мы тогда ищем? Блин, сейчас позвоню, узнаю. Наша яхта называется Бавария 36. Наши приключения начинаются. Я Оксана, наша друга. Это скандинавская швартовка. Прикреплена она к пирсу с 4 сторон. Это швартов. Техника безопасности. Это называется такелаж стоячий. Это трубы или какие-то конструкции на лодке. Смотри, за них можно держаться. Они очень плотные, да, жестко закреплены. Да, и те, да, более тонкие, называются леера. Такие как тросы. Они отстегиваются, и поэтому тебя не могут в нее удержать. По технике безопасности ты должен всегда ходить, одна рука должна тебя фиксировать. На каждой современной яхте есть эхолот. Прибор, который измеряет глубину с помощью эхолокации. Почти как летучая мышь. Специальный излучатель посылает сигнал вниз, и другой датчик ловит отраженный от дна сигнал. Тут вообще круто, сейчас это потепло. Тут классно. Тут вообще, я тут буду лежать иногда. Чем глубже, тем больше проходит времени между сигналами. Так вычисляется глубина моря в этом месте. Сашка, угадай, что здесь? Туалет. Это гальюн, потому что мы на корабле. Туалет на корабле называется гальюн. А это что? Система слива. Это скачиваешься, да, это набирается вода забортная, так вот закрывается и вот так закрывается. Я набираю унитаз. А море-то уже уменьшилось. Точно. Заканчивай. Руку, по-моему, не вниз тоже. У тебя что, 3 руки, я не понимаю? Ну ладно, мой все 3. Все зря мойте, а то вы иногда по 2 мойте. А швартовы отданы! Главная задача помощника рулевого — смотреть на движение мачт других кораблей, чтобы не столкнуться. Штурвал на яхте очень большой. Намного больше руля в машине, и рулить надо стоя. Но есть автопилот, который сам подруливает при смене ветра. Самое главное — это безопасность. Надену жилет. Во время сильного ветра яхта наклоняется. Это называется крен. Что, прикольно? И тогда по палубе приходится ходить под углом 45 и даже 60 градусов. Это очень неудобно, но смешно. Главное, не заходить в трюмы каюты. Там сразу начинается морская болезнь, а это неприятно. Саша, сядь обратно. Твои 20 килограмм — это как 2 улитки на борту примерно. 25. Извините, 3 улитки. Недавно я прочитал статью про то, как выжить одному в океане без воды и еды. Был такой врач, Ален Бомбар. Однажды в его госпиталь привезли 43 моряка, жертв кораблекрушения. И из них никто не выжил из-за голода, переохлаждения и страха. Большинство погибают именно из-за этого страха. Врача это так потрясло, что он решил исследовать. Что же делать, чтобы выжить, если оказался один в воде? И провел эксперимент. Плыл 65 дней в одиночестве на спасательной лодке. Как настоящая жертва кораблекрушения. Что он установил? Самое главное – найти на чем плыть. Я плавать. Ты готов? Да. Давай. Да давай, ты уже снарядилась. 22 плюс уже. Да, уже нагрелась. От страха она нагрелась. Когда ты будешь плавать, она быстро нагревается. Смотри, Сашка, ты 36,6, вода 22. Значит, в сумме будет 50, 8 делить на 2. Мы снимаем выжившие в море.
Человек не может очень долго находиться даже в теплой воде. В морях температура воды 25 градусов. И находиться в ней, чтобы не замерзнуть, можно не более 20 часов. До свидания, я не поплыл. Эх ты! Саша, да не холодная вода. Поэтому правило номер 1 – найти средства передвижения. Лодка, доска, надувной плот, спасательный шлюп. Тихо. Шалюпе. Правило номер 2 – не снимать одежду. Человек в мокрой одежде сохраняет тепло лучше, чем вообще и без одежды. Не нужно быть голым. К тому же голому человеку грозит опасность от солнца и ветра. В море очень легко обгореть. У тебя море плещет, говорит я. Теплое. Саша, я теплая. Правило номер 3. Пить морскую воду можно, но не более 3 дней. Потом надо делать перерыв. Собирать дождевую пресную воду или добывать воду из морских рыб. Да-да, морские рыбы содержат почти пресную воду. Как это сделать? Нужно поймать рыбу, рубить ее на кубики, если есть чем, засунуть в тряпку или носок и выжать руками. Этот рыбий сок нужно пить. Да, он будет немного противным, но спасет вашу жажду. Вы же хотите выжить? Правило номер 4 – питаться тем, что дает море. В открытом море, даже если опустить носок на веревочку в воду, через час там будет немного планктона. Его можно есть сырым. Вот на этой яхте мы сегодня катались и вот вернулись. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки и до встречи в новых видео. Всем пока! Классно. Давай. Испытаешь сразу? Можно я буду подглядывать? Оператор оставишь? Нет. Слушай, как классно, что тут две двери. Забыл слова или что? Как рот открывать?